В конце апреля 1908 года Москва переживала самое мощное в своей истории наводнение. 16 квадратных километров затопленных территорий еще в той небольшой и не столичной Москве. Отключение света, грязевые потоки и нечистоты, смытые с берегов. Той весной передвигаться по многим частям города, в частности, за Москворечью, можно было только на лодках. По сути, Москва-река и водоотводный канал стали одной огромной рекой. Вода стояла в Александровском саду, плескалась у стен Кремля. Затоплены были окраины по Москве-реке, Дорогомилово, Хамовники. Не лучше дело обстояло на Яузе. Настоящее бедствие творилось и в некоторых уездах Московской губернии. В частности, Звенигородском, Серпуховском, Коломенском. Наводнения в Москве и окрестностях происходили каждый год. К ним привыкли и относились как к сезону дождей жителей некоторых стран в Юго-Восточной Азии. Но в 1908 году потоп был вселенским. Почему все случилось именно тогда? Газеты писали, что тогда зима затянулась, потом температура воздуха начала быстро расти и пошли дожди. Вода стала прибывать слишком быстро.